Итак, тема сегодняшней встречи с вами, уважаемые коллеги, звучит как безопасно очистить печень от паразитов и без побочных эффектов. Избавиться от хронической усталости и скрытых воспалений, улучшить качество крови, убрать тяжесть в животе, улучшить качество кожи и быстрее восстанавливаться после болезней. Сегодня на вебинаре вы узнаете, какие виды паразитов чаще всего поселяются в печени и как мягко и безопасно очистить организм без боли, без аптечных ударов по печени, потому что некоторые препараты вот именно так действуют и без других побочных эффектов, и как вернуть легкость и энергию, ясность ума и здоровый цвет лица. Что привело вас на этот вебинар, на эту встречу с нами? Надоело мириться с вечной усталостью, туманом в голове и тяжестью в животе? Энергия на нуле, утром просыпаетесь уже уставшими, кофе не бодрит, кажется, будто организм работает на бреющем полете. Появилось ощущение, что все дается через силы, даже простая прогулка или встреча с внуками отнимает последние силы. Частые простуды, непонятная природа аллергических реакций на обычную еду, на одежду, на бытовую химию. Тело словно отказывается сотрудничать с вами. Кожа стала тусклой, появились высыпания, серый оттенок лица, и никакие крема вам не помогают. После еды ощущение тяжести, вздутия, сонливость, а в правом боку периодически ощущается дискомфорт. Все чаще хочется просто лечь и ничего не делать. Как будто внутри вас кто-то откачивает энергию. И при всем при этом анализы ваши в норме. Врачи говорят, возраст, стресс, гормоны, но вы чувствуете, это не то. Что-то здесь не то. Да. Вам все это знакомо. Возможно, в организме поселились паразиты. Они забирают питательные вещества, выделяют токсины, отравляют кровь, влияют на обмен веществ и уровень энергии. Со временем провоцируются скрытые хронические воспаления, аллергии, проблемы с кожей и даже гормональные сбои. Будем сегодня разбираться, насколько это так, насколько это не так, какие у нас есть маркеры для этого, какие есть показатели для того, чтобы вот такие вещи, во всяком случае, допустить такую возможность. Так кто же такие паразиты, Татьяна Владимировна? Это живые организмы, которые подселяются, заселяются и начинают хозяйничать в нашем организме, живут за счет нашего организма, забирая питательные вещества, энергию, силы и продуктами своей жизнедеятельности отравляют организм. Паразиты практически это воры, это бандиты, это насильники нашего организма. Представьте, что вам каждый месяц переводят зарплату. Вы откладываете часть денег и кладете их в сейф. Но каждую ночь приходят воры, бандиты, грабители и забирают из сейфа эту часть. А зачастую и все. Так будут у вас копиться деньги или нет? Нет, конечно. Также и с организмом вы принимаете пищу, пьете витамины, наполняете организм энергией, но внутри могут быть паразиты, которые просто крадут ваш энергетический запас, вашу жизненную энергию. Они живут в печени, желчных протоках, кишечнике. А как говорил великий Скрябин, практически в человеческом организме нет участка тела, в котором бы не могли жить паразиты. И там они живут и делают то, что им нужно. А вы расплачиваетесь усталостью, тяжестью, хроническими, зачастую фатальными, слабо диагностируемыми заболеваниями. Но почему-то многие люди вот в такой позиции находятся, что вот возраст, вот там еще какая-то причина. Вот почему человек себя плохо чувствует. И совсем не хочется даже допустить ту самую мысль, что, возможно, в организме присутствует паразитарная инфекция, и пока вы с ней полноценно не разберетесь, ничего в вашей жизни не изменится в лучшую сторону. И как пример мы хотим вам привести понятие такое, как эстеты. Понимаете, вот у нас был такой пациент, да даже семья была вот этих эстетов, которая на наше утверждение с Татьяной Владимировной о том, что, господа, вы поражены паразитами, выразили нам такое, фу, ну, понимаете, что вы, о чем вы говорите, какие паразиты? Мы
практически рафинированные личности, рафинированные организмы и так далее, так далее, так далее, так далее. А то, что эти рафинированные кушают устрицы, Да, суши, да. необработанную рыбу, только том, лишь что эти- приправленную. О том, что эти рафинированные личности ездили на тот момент в очень модные этно-гастропоходы, понимаете, то на это никто практически внимания не обращали. И когда мы просто на блюдце без голубой каемочки показали им, понимаете, что это такое живет в вас, лишь только тогда мы нашли понимание с их стороны, и вся терапия пошла на лад. Ну и вот когда паразиты присутствуют в организме, а заселиться им наш организм вообще ничего не стоит. Вот просто вот так все это происходит. И отсюда вот что развивается. То самое чувство, как будто вот вы выжатый лимон, даже если не перетруждались. Отсюда тяжесть в животе после обычной, привычной домашней еды. Отсюда и высыпание, тусклая кожа, с которым не справляются даже лечебные, очень дорогие крема. Отсюда частые болезни и долгое восстановление после каждой простуды. Обитают они, как мы уже сказали, в печени, желчных протоках и кишечнике. То есть мы сегодня будем эти локализации именно разбирать как максимально травмирующие и истощающие человека. Ну, давайте разберемся, почему именно там. Вот все по порядку. Печень – наш главный фильтр. Каждую минуту через нее проходят литры крови, а вместе с ней и все, что циркулирует в нашем теле. Токсины, шлаки, микрочастицы и, конечно, яйца и цисты паразитов. Именно в печени создаются самые благоприятные условия для их жизни и размножения. Та самая питательная среда, постоянный доступ к крови, то есть источнику питания, и минимальное движение ткани, то есть механически им почти ничего не мешает находиться и создавать колонии, особенно ночью, когда кровоток замедляется и кровь накапливается в области печени. Сам метаболизм замедляется и происходит задержка процесса выведения шлаков и токсинов. Но для паразитов это самое удобное время. Время максимального разбоя, как говорил академик Скрябин. Вот почему паразиты выбирают именно эти места, создавая застой, воспаление, перегрузку именно в желчных протоках. Продукты их жизнедеятельности попадают в кровь, и человек ощущает усталость, тяжесть, аллергические проявления и массу кожных высыпаний. Ну и, кстати, один из характерных признаков того, что у вас, возможно, имеются паразиты, это появление ночных болей или дискомфорта в области печени. Особенно, когда вы поворачиваетесь на правый бок. Да, вот вам кажется как-то неудобно, неуютно на правом боку. Вот это то самое состояние. Хочется повернуться, перевернуться, чтобы не было какого-то такого дискомфортного ощущения. И, кстати, мы хотим на это обратить ваше внимание, потому что комплексы упражнений сегодня будут направлены на регулирование мощнейшей энергоактивирующей системы в нашем организме под названием блуждающие нервы. И поэтому вот обратите внимание и на этот признак. А вот стремление спать на левом боку – это защитная реакция организма, то есть подсознание словно уходит от раздражения таким способом, то есть система адаптации так себя ведет. И, собственно, вот такое раздражение вызывает перегруженные паразитом желчные протоки. И все это впоследствии влияет на раздражение веточек блуждающих нервов. Вот сегодня будут особенные тесты, обращайте на них внимание, вот как раз мы будем с вами определять такую ситуацию. Теперь давайте проверим, подает ли ваше тело такие сигналы о том, что, возможно, паразиты имеются. И мы с вами уже разобрались, что обычные анализы часто могут вообще ничего не показать. Поэтому мы предлагаем другой путь, считаем его более надежным, более показательным. Это способ определения по витамаркерам. И мы этот способ считаем диагностически, симптоматически более надежным. Потому что вы сейчас увидите и услышите сами, на что мы уповаем в лучшем смысле этого слова. Поэтому слушайте внимательно. Что такое витамаркеры? Это совокупность таких, на первый взгляд, неочевидных реакций нашего организма,
по которым можно понять, есть ли вероятность паразитарной нагрузки. Организм всегда дает сигналы, просто их нужно уметь читать. Мы не всегда к себе прислушиваемся, а вот если начнем прислушиваться, вот можем такие сигналы определить. Это не анализы и не медицинские тесты в привычном смысле их понимания. Витамаркеры – это результат практически 50-летней практической лечебной нашей работы, практики врачебной, а еще опыт предыдущих поколений медиков, семьи Картавенко, профессор, доктор наук дедушка, профессор-инфекционист, доктор наук бабушка. Двоюродный дедушка, профессор, хирург. Двоюродная бабушка. Ну, дело сейчас... Мама, да. знаменитейший медик одного крупного предприятия в Новочеркасске. Ну, всех мы, конечно, перечислять не будем, но просто это то, что наработано вот этим огромным опытом и вот как наследие передано нам, а мы эту систему решили вот усовершенствовать и все-таки серьезно довести до вашего понимания. И это уникальная система, которая позволяет распознать нарушения в организме еще до того, как их покажут анализы, если даже вообще анализы способны показать действительность. Обычные анализы фиксируют проблему уже тогда, когда она сформировалась и вот просто пылает пожаром таким, мимо которого не пройдешь. А витамаркеры показывают реакции организма на ранней стадии, когда процессы только начинают нарушаться задолго до постановки самого диагноза. И сейчас мы будем зачитывать эти витамаркеры, а вы просто ставьте цифру, если это про вас. Появляется ли у вас кашель или першение в горле, когда вы резко встаете со стула или из кресла, или с кровати? Хорошо, Так, поехали. следующая цифра, номер 2. Бывает ли такое, что вы подтягиваетесь вверх, и у вас появляется насморк или слезотечение? Если такое замечали, напишите в чат цифру 2. Чувствуете ли вы напряжение или скованность в области таза, паха или поясницы при попытке сходить в туалет? Или ощущение сжатия в области промежности. Ощущение тяжести в области ануса. Вот, выходите из царской комнаты, и вот сложно как-то распрямиться, повернуться. Вот такое бывает ли? Следующая цифра. 4. Чувствуете ли вы дискомфорт или боль в правом подреберье, особенно по ночам, особенно во второй половине ночи или после плотной еды? Именно в подреберье. В правом. Именно в подреберье, в правом. Цифра 4. Замечали ли вы, что предпочитаете спать на левом боку? Или вы просыпаетесь чаще на левом боку? Потому что при повороте на правый бок появляется тяжесть или неприятное ощущение. Или вы непроизвольно переворачиваетесь сами. Вот Вроде бы нет слушайте. какого-то явного да. дискомфорта или боли или чего-то. Но вот долго неуютно находиться на правом боку и хочется сменить положение. То есть это не обязательно левый бок. Это может быть там на животе, на спине, как угодно. Испытываете ли вы вот достаточно частую усталость, сонливость, туман в голове, особенно по утрам, или раздражительность без причины? Просто бывает, вот вспыхиваете от всякой какой-то мелочи, казалось бы, незначительной, а вот чувство такого резкого гнева вдруг появляется. Теперь давайте к результатам перейдем. Если у вас встретились несколько цифр, напишите их, пожалуйста, подряд. И посчитайте, сколько цифр вы поставили. И помните, пожалуйста, обратите внимание, это не диагноз, это не что-то тотальное в вашей жизни. Мы рассматриваем вероятность, мы рассматриваем косвенные признаки. Как понимать результаты тестов? Если у вас все по нулям, напишите, кто-нибудь, есть у вас такое, что у вас 0 везде. Вероятность того, что в вашем организме есть паразиты, минимальна. Но все же не расслабляйтесь. Предупредительные мероприятия никогда не бывают лишними.
Если хотя бы на один вопрос вы ответили «да», вероятность того, что в организме уже присутствуют эти самые жильцы непрошенные, достаточно велика. Это не является абсолютным доказательством того, что они действительно есть, но если вот такая жалоба есть, как Виктор Владимирович говорил, у здоровых животных практически при вскрытии не находили паразитов, а у больных животных они буквально заселены. Да. То есть, если есть какие-то функциональные нарушения, особенно связанные с печенью, с желчью, желчным пузырем, с кишечником, то вопрос просто времени, когда это этот реализуется, процесс да. будет набирать обороты. Вот и все. И пока вот вы сейчас чувствуете только лишь легкий какой-то дискомфорт, усталость или проблемы с пищеварением, но если меры не предпринимать, то вот вопрос времени, когда это все будет развиваться. Если у вас 2 ответа «да» и больше, то вероятность заражения достаточно высокая. Скорее всего, паразиты уже чувствуют в вашем организме себя как дома, мешают нормальному оттоку желчи, нарушают обмен веществ, вызывают хроническое воспаление, усталость. И действовать в этой ситуации нужно было и вчера, или позавчера, или вообще 10 лет назад. Потому что с каждым днем нагрузка на печень, желчные протоки, кишечник только возрастает. И заболевания, и хронические заболевания, они просто накапливаются. И антибиотики здесь, они просто бессильны. Если ничего не делать, это может привести к постоянной интоксикации, гормональным сбоям, проблемам с кожей, аллергиям, даже к серьезным воспалительным процессам печени, пищеварительной системе и развитию новообразований и онкологии в конце концов. Для эффективного безопасного очищения нужна не одна жесткая убойная формула, а продуманная последовательность действий. По уму все надо делать. Необходима комбинация трав, где каждая поддерживает другую последовательно. Одни нейтрализуют паразитов, не убивают. Трупный яд не разлагается, интоксикация не развивается. Другие восстанавливают движение желчи. Третьи выводят токсины и снимают воспаление. Четвертые укрепляют печень и кишечник, чтобы организм работал естественно, без стресса. Речь идет о нашей фитотерапевтической системе, в которой мы обязательно добавляем нашу моторную поддержку. То есть специальные рефлекторные упражнения, которые помогают включить естественный механизм очищения. Они активируют отток желчи, усиливают или нормализуют перистальтику кишечника, улучшают кровообращение в области печени и брюшной полости, помогают телу мягко вывести токсины и паразитов наружу. То есть у паразитов парализуются те системы, которыми они присасываются. Благодаря которым они продолжают существовать Гладкая во всех ипостасях, мускулатура. конечно, да. И моторная функция позволяет быстренько освободиться от них. Прямо сейчас давайте с вами выполним наш первый комплекс упражнений, чтобы вы сами почувствовали, как вообще это работает, какие-то ощущения дает, какие-то результаты дает. Итак, перед выполнением упражнений важно провести тесты. Мы их будем проводить до и после упражнений, и по их результатам можно будет сделать важные диагностические выводы. Итак, первое упражнение, видим вашу максимальную готовность, называется «Трудолюбивая прачка». Как оно выполняется? Под углом 45 градусов по отношению к поверхности туловища. Мы с вами Берем. захватываем скалку. Да, всегда пишем, пожалуйста, приготовьте к скалку к занятию. Да. Ой, какая прачка, замечательно. Кисти рядом. Трудолюбивая, когда кисти рядом. Да, трудолюбиво, когда кисти рядом. Да. Прачка, чтобы было понимание, что мы будем выполнять усилия, как будто бы мы выкручиваем белье с усилием. Вот И ваш захватили белье и ваш выкручиваем. мозг вам покажет, какая рука у вас рабочая, то есть ведущая, а какая ведомая. То есть, когда мы выкручиваем, мы рабочей рукой двигаемся вперед. Вы просто не задумывайтесь, Не задумывайтесь. над этим, Просто просто возьмите, выкручивайте, как вам мозг да, подсказывает. возьмите, выжмите палку Произвольно. и все. Да. всё. Да. 45 градусов это вот на так. прямых руках. Да. Перед собой. Глубоко вдохнули, максимально глубоко выдохнули и, не дыша,
На высоте выдоха до 7 считаем и выкручиваем палку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восстанавливаем дыхание. Следующее упражнение. Бескислородная гимнастика. Кому известно упражнение под названием «Считалка Павлова». Что мы с вами делаем? Вот готовим кисти. Вот ребрами до кистей и запястьями опираемся о поверхность стола. Можно боковую камеру, перехода. пожалуйста? Угу. Опираемся о поверхность стола. Вдыхаем, выдыхаем, задерживаем дыхание. И на задержке дыхания давим на стол руками и считаем про себя до 22. Вдохнули. Выдохнули. Раз, два, 3, 4, 5, 6, Надавливаем 8, ритмично. 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два. Пожалуйста, будьте внимательны. Не кулачки, а вот так руки. И не просто давим, а ритмично надавливаем. И у нас упражнение называется упражнение Гиппократа. Что мы с вами делаем? Это упражнение бескислородной гимнастики. Соединяем вот так в замок наши кисти. Выводим руки вперед перед собою. Вот видите, прямой угол образуют руки. Угу. Вдыхаем, выдыхаем. И в течение 11 секунд выполняем вот такие... по Гиппократу. Да. Вот такие соударения вот этими частями кистей. Да. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Итак, мы с вами выполнили первый комплекс упражнений. Ну и вообще, как ваши ощущения изменились? Расправились ли плечи? Стало ли легче держать спину ровно? Изменился ли вкус во рту? Изменилось ли количество слюны во рту? Вот так называемая саливация. Вот, кто-то пишет, губы горячие. Намного легче повороты стали. Да, но нам нужен комплексный анализ ситуации, и мы прокомментируем. Екатерина пишет, энергичность с 70 до 80 возросла. Направо-налево 100% поворот. Была на цифру 7, боль в правой пятке стала 4. Тревожность была 40, стала 20. Обратите внимание на состояние печени в целом, обратите внимание на состояние подиафрагмального купола ребер справа. Обратите внимание на состояние седалищных нервов справа и на состояние аппендикулярного угла. Если аппендикс удален, то признаки спаечной болезни. Если аппендикс пока на месте, то обратите внимание, потому что это является признаками перегрузки в зоне перехода тонкого кишечника в толстый кишечник. Отсюда, в общем-то, и событийный веер может касаться и правого тазобедренного сустава, и правого придатка, и правой части матки на предмет изменения по положению матки внутри малого таза в сторону связочного аппарата. То есть могут быть и появляться эндометрии. Эндометриоз может появиться. Участница Татьяна пишет, боли не было, направо-налево легко поворачивается голова. Энергичность с 50 до 70 возросла. Тревожность была 10, стало 5. И вот такое предусмотренное ощущение, губы стали горячими. Какие, верхние или нижние? Ну, если губы, то, наверное, то верхняя и нижняя губа. Значит, обратить внимание на качество всасываемости со стороны
тонкого кишечника и исключить состояние мегаколона со стороны сигмовидной кишки, нисходящего отдела толстого кишечника. Вот казалось бы, да, жалоб нет, болей нет, но вот такие диагностически важные вещи мы с вами получаем.